Привет! Путь с 10 баксов до миллиона долларов продолжается. Сегодня хотел бы поговорить о панде, что произошло, чего не хватает парням для колоссального роста, как у Cat Girl. Начнем, значит, график к выпуску NFT очень хорошо подготовился, заранее все это накачалось. Тут, конечно, конкретно не угадаешь, но видно было, да, по графику, что была накачка, и во время даже запуска NFT оно уже начинало все сдуваться. И были предчувствия вот в 50 примерно пунктов фиксануться. Предчувствия были, желание было, но что-то не совсем прям уж хотелось прям выйти с этой монеты. Возможно, я привык к ней или что, непонятно. Понимая, что в принципе уже начинают резать, я все равно остался в этой монете. Понял, что ощущения, когда приходят, нужно их принимать здесь и сейчас, действовать сейчас. Они потом, дожидаясь, когда ты можешь забрать только свое, потом уже чуть-чуть и в минусе сидишь. Итак, покажу по портфелю. В целом сейчас можно забрать как бы свое. Вложено у меня было порядка где-то в районе где-то может 15 баксов. Сейчас показывает ну плюс 4. У меня в монетках там немного есть ошибка. У меня чуть-чуть не столько монет, у меня где-то на пятерку. Как-то я обсчитался транзакциями, когда добавлял. Я имею в виду здесь, по-моему, пятерка у меня. Хорошо все растет, когда есть ажиотаж, когда есть раздачи, которые были за определенные действия. Есть также бонус в размере 69 тысяч долларов за то, чтобы получить обратку, как-то привлечь внимание Илона Маска. То есть есть такая награда 69 тысяч долларов за привлечение внимания на Pandu Girl. Также, чем сейчас 2 числа, вот вчера, пытаются как бы поднять цену с помощью того, что приобретая один BNB ты можешь получить одну NFT бесплатно. Ты спрашивал меня, покупал ли я NFT? Нет. У меня сейчас до сих пор нет ни одной NFT. Ни одной вообще. Но я имею в виду, ни с одного проекта нет ни одной NFT. Чисто монеты, чисто спекуляция. Такое вот. Это не значит, что я вычеркиваю вообще приобретение NFT в ближайшем будущем. Ни в коем случае. Все это как бы интересно, забавно. Но пока, видимо, я не разглядел перспективу там приобретать Pandu Girl, там NFT какую-то, да, а заинтересован конкретно в росте монеты. Следующее на очереди, чем могут привлечь, это скорее всего сжигание, для того, чтобы цену немного тоже накачать, как бы. Как это происходит? Я как помню, тоже это происходит не одним днем, не одним постом. Пост, который предполагает ближайшее сжигание через какой-то период, там день-два, и новость опять начинает подготавливаться к этому сжиганию. Возможно, она будет в этом сезоне, но точно не могу сказать. Это только предположение. А также из отрицательного, не помню, говорил или нет, что мне не особо приятно, когда вот заходишь на Pandu Girl и видишь только 2 человека в сети, это я и еще кто-то. Иногда я вижу под 600, под 400 человек онлайн. Надеюсь, это происходит все из-за часового пояса, а не из-за каких-то накруток. Вот. Это тоже важно, потому что на накрутках, на фальшивых там подписчиков как бы далеко не уедешь ни на одной монете. Точно так же взять продвижение на YouTube. То есть накруты на YouTube, они вообще никогда не приносили пользу, как я считаю. Они только загоняют людей в обман и в неведение. То есть сам я накрутами не пользовался, конкретно на своем канале. Но опыт по накрутам был не в YouTube канале, а, по-моему, ВКонтакте я как-то баловался. Где-то баловался, не помню, но должного эффекта от этого нет и не будет никогда. Так и по любой другой монете человек должен изъявить свое желание присутствовать в том или ином комьюнити, монете. Сильно не буду острые выводы делать, потому что я осознаю, вот сейчас я снова перешел, и мне показывает 411 онлайн. Как это объяснить, я не понимаю. Сюда захожу, здесь 2 человека в сети. Это я и еще кто-то. Администратор мой. Ну вот, админ, Крито. Я не особо люблю, когда люди мне лгут. Я это тоже быстро очень вычисляю и долго как бы не остаюсь с этими людьми. Вот что я хочу сказать. Но не сейчас. Не сейчас я вижу выхода с этой монеты. Не сейчас, я так предполагаю. За этот период листинги у них, значит, только на PancakeSwap. По AMO они как бы обещали, ну и обещают до сих пор, что будут листинги на платформах свапалок. То есть не видят они перспективу листинги на бирже, но на
свапалки, возможно, когда-то будет. Посмотрим, не знаю. Но что-то реально как бы в этом проекте есть что-то цепляющее. Не знаю почему. Может потому что привык к этой монетке. Потому что наблюдаем мы ее практически с самого начала. Приобретал я монетку где-то по 39 пунктов вот в этой области. Потом взял по 10 пунктов на 5 баксов. Сейчас есть возможность вот в этом моменте выйти в 0, да, ну там элементарные какие-то там, может, 2 доллара, может, и капнут. Даже были такие мысли выйти в 0 для того, чтобы перехватиться. Почему и для чего? Потому что, как показывает как бы картина, что может этого и не повторится, может я ошибаюсь, и может скатиться снова вниз. Хоть и холдеров на самом деле с каждым все равно месяцем холдеров прибавляется, держателей прибавляется, и благодаря этому с каждым разом цена должна оставаться где-то вот не ниже того уровня, а оставаться где-то чуть выше, выше, выше с каждым разом. Посмотрим, как будет. Это чисто механизм, конечно, привлечения, чтобы ты понимал, просто с холодной головой присутствовал в этой монетке, адекватно взвешивал риски по всем монетам, которые мы рассматриваем. Все взвешивал, не рисковал там больше 1% от своего депозита на проект или монету. Если сейчас думаешь о приобретении по 26 пунктов, ну как бы смотри сам на самом деле. Смотри сам, может еще и подешевле будет, но тоже не факт. Поэтому с холодной головой, инвестируя небольшими суммами, ты как бы получается научишься. Ты не можешь никогда постоянно спрашивать того или иного блогера, как тебе поступать с твоими деньгами, понимаешь? Поэтому задача какая? Покупать на низах, продавать на верхах. Вот вся задача. Если ты входишь большой суммой, то тут уже, конечно, сложнее думать, соображать. А тут уже играет вообще по-другому все. Вот график на Пукоине. Всего, значит, монет пули, да, 685 BNB. В целом, вот дорожная карта, каким образом, значит, прокачана. Airdrop так был. Так, партнерство влиятельных лиц. Скоро должно начаться партнерство влиятельных лиц. Будем как бы надеяться, да. Продолжение маркетинговой кампании тоже скоро выйдет. Certic аудит готово. Добро, да, пожертвование получается на благотворительный фонд Панда, что возможность даст, возможно, еще каким-то людям узнать о этой монетке. Это рынок товаров скоро выйдет. Это NFT чеканка события вот сейчас уже вышло, значит, да. Третье, это NFT ставки скоро выйдет, то есть с помощью NFT можно будет еще дополнительно зарабатывать, стейкая свои NFT. А маркетинг, значит, нарастает. Coming soon. Значит, в перспективе в третьей фазе это гейминг P2E, игра, с помощью которой можно будет зарабатывать, и скорее всего для участия понадобится NFT. Мне так почему-то кажется, потому что часто так делают, чтобы NFT, во-первых, покупались, чтобы транзакции на панде, получается, прошли. 15 тысяч Telegram мемберов показано, что как бы закрыто, но по факту не закрыто. Ладно. Так, холдеров 20к закрыто. Дальнейшее событие это сжигание. Скоро выйдет на третьей фазе. Получается, сейчас длится, в принципе, вторая фаза. Поэтому вот во второй фазе, уже было совершено сжигание. Все это дело, значит, перенесено в третью фазу и выполняется как-то вот так, получается, хаотично. Возможно, в этом раунде, да, при запуске мы увидим сжигание, но не факт. Скорее всего, они могут еще немного подкопить монет. Насколько я помню, первое сжигание тогда произошло где-то на 100 тысяч долларов. Начнется, значит, развитие PandaSwap. Также в третьем выпуске это новые релизы NFT и секс-листинги, то есть возможно, на биржах уже, да, либо на панкейках, то есть, ну, на свапалках, такие как панкейк, только другие вообще листинги. Ну, мне кажется так, потому что они в этом по AMI так говорили. И партнерства, значит, дополнительные какие-то будут. При покупке берется налог как бы на продажу и на покупку 12, получается, процентов. 7% идет на маркетинг, 3% идет на развитие и 2% как раз вот выкуп и сжигание, то есть выкупается и сжигается. И это все как бы с каждой транзакции это накапливается. И они сейчас хотят побольше накопить монет для сжигания, чтобы совершить сжигание. Возможно, и в этом фрактале сжигание произойдет. Неизвестно, честно. Все хаотично, как бы не по порядку идет, потому что с третьей фазы вот закрывается. Но это, в принципе, то, что 15 участников и
или 20 там держателей. Это невозможно как бы контролировать конкретно покупки вот эти, да, новые. А вот есть, получается, определенные даты. Это май 2020, это NFT ставки. То есть NFT ставки, наверное, начнутся в этом году, в этом месяце, в мае. А потом рынок товаров начнется в августе. И пожертвования на благотворительный фонд Панды с сентября 2022. Это все, что из положительного, да. Верим, доверяем, но с холодной головой присутствуем. У Cat Girl, да, другие мощностя, но очень тоже долгое томление было. Смотри, как долго томили людей. Это продолжаться может довольно долгое время. Для большого выстрела на Луну, закрывая несколько нолей, да. Пока перехая не было, посмотрим, что дальше будет, да. В целом, что я вижу? Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. В районе 4 месяцев Cat Girl потребовалось для большого пампа, для большого роста. Ну, как говорится, большой рост тоже не есть хорошо. Хорошо, когда ты умеешь вовремя остановиться на большом росте. Красиво. Не обязательно это делать на хаях, а можно, когда уже разворачивается это все дело, да. И это тоже результат, и офигенный результат, какой бы он там ни был. И сейчас это дело, значит, все провалилось, но не ниже тех значений, которые раньше были. Считаю, что в этом Cat Girl сейчас происходит просто томление. Тот, кто захочет совершить следующий памп, совершит его, не пожалев деньги как бы на маркетинг, потому что успех уже как бы есть. Видно, что маркетингом управлять уже могут, умеют, хорошо капу накачали. По панде же хотелось видеть в будущем нечто подобное, но желание и реальность редко совпадают, но надежду нужно оставлять. Поэтому мы здесь не на большую сумму, с холодной головой. И вот так вот вижу, получается. Так, здесь, значит, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Сейчас май начинается. Разгон этой монеточки, конечно, поболее время занимает. Также хочу заметить, что вот монетка стартанула, значит, на 0 в районе примерно. Цена изначальной как бы закупки всех монет было в районе где-то 511 пунктов у Панды Girl. То есть в целом они не так много тут и имели, да, на хаях даже взять. Сейчас посмотрим. Раз, два, три. Ну, в районе получается 2 нулей. Ну, нормальные суммы, но не сказать, что прям уж такой большой кассовый разрыв. И в целом, я думаю, они заинтересованы на долгосрочную все-таки работу. Но тоже оставаться нужно в монете, как будто эта монетка двигается последний день. Поэтому спасибо за лайк, спасибо за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. И до новых встреч!